И всем привет! Меня зовут Влад А4, Глент, Кобяков и Серега. Ребята, посмотрите, куда мы сегодня попали. Это же настоящая школа искусств. Сегодня мы с пацанами попробуем разные виды творчества и за 24 часа попробуем закончить школу искусств. И если мы прокачаемся, в конце мы с пацанами попробуем нарисовать свои картины. И если все будет круто, когда-нибудь мы откроем музей А4 и поместим туда наши шедевры. Пацаны, ну вот что-что, а талант это точно про меня. Ну ты смешной, конечно. Давайте, пацаны, осмотримся. Первое, что я вижу, это самурайский меч. Я не знаю, зачем он здесь, но он здесь есть. Я здесь вижу какой-то бардак. Повсюду здесь реально какой-то бардак. Печатная машинка, ей 2000 лет, наверное. И, конечно же, что мы видим? Картину. Вот, смотрите, я, когда это увидел в первый раз, я не понял, что это. Может, вы поняли? Напишите варианты в комментарии, я не понимаю. Мне ничего это вообще не напоминает. Просто пятно, гора. О, черный квадрат. Пацаны, я нашел черный квадрат Малевича. Это, наверное, дорого. Слушай, так еще и в рамке. И посмотрите, что я здесь нашел. Конечно же, у нас сегодня ролик про искусство. А я же когда-то нарисовал картину. Вот она. Когда-то давно, когда я ее нарисовал, она стоила 10 тысяч долларов. Сейчас я не готов ее продавать за такие гроши. Пускай еще настаивается, с каждым годом она все дороже. С учетом того, что это моя первая картина, с ней так много связано. Про это даже есть отдельный ролик, вот он. Посмотрите. Очень странный ролик, но очень интересный. Короче, двигаемся дальше. Я нашел картину единорога. Да, здесь есть второй этаж, и здесь куча картин разных. Офигеть, здесь сами делают подносы. И это все делается из эпоксидной смолы. Ребята, Глент нашел кровь дракона. Кровь дракона? Да. Реально настоящую, смотри. Dragon Blood. Палочки ароматизированные, так называются. Так, мне кажется, что я в искусстве не шарю. Ну это же можно в гугле найти. Ну за 2 секунды просто написать картина, и будет такое. Такое нейросети рисуют за полмиллисекунды, я уверен. Понятно. Вау! Нашел Японию! Мне кажется, это просто кто-то чихнул. Это рябина. Тогда это дешево, все понятно. С минуты на минуту придет наш учитель и начнет нас учить. Ну, а пока что мой вердикт такой. Я в этом искусстве что-то ничего не понимаю, ребят. Но посмотрим. Может, здесь и не нужен талант. О, пацаны, пришел. Привет, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Присаживайтесь, пожалуйста. Первый вопрос, можно? Можно. Меня зовут Дмитрий, если вы хотели узнать мое имя. Это я хотел спросить. Я искусствовед. Искусствовед — это тот, кто разбирается в искусстве. Можно вопрос? Да. А хранить деньги в картинах — это нормальная идея? Это одна из самых лучших идей. И самые богатые люди хранят свои деньги именно в произведениях искусства. За сколько была продана самая дорогая картина? Одна из самых дорогих картин, которая была продана, оценивалась 450 миллионов долларов. А сколько стоит Мона Лиза? Мона Лиза не продается. Друзья, если вы думаете, что... У всего есть цена. Вот, Серега, за $1 миллион съешь лопату говна. Да. Вот видите, у всех есть цена. Но я расстрою, что и с этими вещами уже художники поработали. И когда-то свои какашки один из художников запечатал в банке, и теперь это стоит в музее в Милане. Если вы будете в Милане, поднимайтесь в музей на 4-й этаж, и там увидите одно из самых дорогих произведений искусства. Я пойду сделаю одно из них. Не стоит, потому что это уже было в истории. Нужно делать всегда что-то новое. Ну что, начнем? Да. Давайте рисовать уже. Кобяков, искусство — это не только рисование. Давайте я вам покажу пример многогранности современного искусства. Кто будет ассистентом художника? Это тоже немаловажно. Я могу быть. Пожалуйста, держи. Прикладывай под определенным углом. Это важно. Спасибо. Но, друзья, как вы думаете, что это такое? Банан, приклеенный скотчем. Формально, да. Мы только что создали копию произведения современного искусства итальянского художника Маурицио Кателлана, который продал эту работу на аукционе за 150 тысяч долларов. Что? 150 тысяч баксов за банан? А что он хотел сказать этим художеством? Это один из самых частых задаваемых вопросов, но на него найти досконально правдивый ответ очень сложно. Художник, может быть, просто стебанул публику. И, кстати говоря, когда купили это произведение искусства, покупатель задумался, что я буду делать с этим произведением через 2 недели, когда банан просто превратится в черное месиво. Это шутка, это ирония. Раньше художники создавали произведения
произведение 10 лет, 12 лет, 15. Некоторые на протяжении всей жизни своей могли писать одну картину. Современный художник может сделать произведение за 1 минуту. Сейчас не важно, сколько человек потратил время. Важно, кто это сделал, чем он прославился до этого и какую он идею имеет у себя в голове. У нас есть потенциал с пацанами сделать классную картину. Простите, алло. Ребят, вы побудьте здесь, я сейчас вернусь. Пацаны, смотрите, Алло? Да. нас же уже смотрят много-много лет. А что если каждый из нас по какому-нибудь мазочку сделать на картину и тоже ее продадим? А если мы возьмем все превьюхи ролика и возьмем по одному пикселю, так, чик-чик-чик-чик-чик, объединим в одно? Это же какой-то фотошоп. Ну и что? В фотошопе тоже надо уметь. Капец, ребята, я вообще не ожидал, что это будет так интересно. Я думал, будет какая-то скукота. А он так красиво говорит и так интересно. И это только начало. Ребята, прямо сейчас спускайтесь под ролик и нажимайте лайк. Ну а мне уже не терпится продолжить. О, кажись, идет. Ну что, раз мы заговорили о деньгах, у меня для вас есть одно интересное задание. Сейчас мы проверим, насколько вы можете оценить произведение современного искусства по стоимости. Сколько это стоит. Итак, Это берите я блокнот и будете обожаю. писать свою стоимость. Причувствуется, искусством пахнет. Итак, эксперты, оцениваем. Пишем свою стоимость за это произведение искусства. Что такое? Это просто два бабуина. Мне кажется, это просто ребенок, типа, взял фломастеры и нарисовал. Я напишу, что это стоит. Я написал. Подождите, Ну что? а вы пишете типа маленькими буквами? Я думал, вы большими пишете. Каждый как видит, так и делает. Хорошо. Это же и есть искусство. Давайте обнародуем свою стоимость. 5 баксов. $5, 4, 50 у Сергея. 1000 50 тысяч. Ну, это уже где-то близко. Близко! И 900 $900. Перед вами одно из самых дорогих произведений искусства. Картина Жана Мишеля Баскиа стоит $28 миллионов. Неоэкспрессионизм это называется. Так что... Это что, экспрессионизм? Я знаю, ты вот так вот себя ведешь? Да. Это то же самое, только перед холстом. На вашу оценку, пожалуйста. А где? Тут текстура не прогрузилась, походу. Нет картины. Это произведение искусства. Конечно, в уменьшенном масштабе, но произведение. То есть она огромная в жизни, да? Да. Во сколько бы вы оценили это произведение? $680 тысяч. 1 ровно она миллион. 5 лямов. 2,5 миллиона. Картина «Свет Анны» была оценена на аукционе в $105 миллионов. Представляете себе? Это сюда еще надо вот так вот написать, получается. Скажите, для вас красный цвет это что? Просто бесит, просто раздражает этот красный цвет. Вот так же реагировали и зрители, которые приходили в галерею любоваться этим произведением. Их этот цвет будоражил. Кстати, у меня была идея продать картину, потом деньги, которые заработались, их, короче, как-нибудь размельчить и с помощью вот этой массы создать вторую картину. И каждый раз с продажи деньги тратить на новую картину. И так вот до бесконечности. Нет, так не работает. Мне кажется, это будет первый раз перформанс, а второй раз все уже такие, ой, опять. Нет. Оцениваем это произведение Я где-то это искусства. видел. Я тоже это видел, Это и я мне где-то кажется, это очень дорого. Я пишу. Мне кажется, это просто... Я обычно так, когда на уроке нечего было делать, ручкой делал. Ну вот заметьте, все очень дорогие картины, они какие-то простые, такие, со вкусом. Озвучиваем свои стоимости. $40 миллионов. 40 миллионов. 100 миллионов. 30 миллионов. 600 тысяч. Эта картина оценивается в $2 миллиона 378 тысяч. Надо брать, пацаны. Чувак, вот что это? Вот, $2000 забирай прямо сейчас. Нет? Ладно. И еще один лот для вас, друзья. Сразу вот чувствуется просто, чел пытается сделать пародию на искусство. Это, мне кажется, просто картинка из интернета. $200 тысяч. Копейков, как легко тебя обмануть. $100. $53. 0. Это не стоит ничего, это не картина, это просто картинка из Google. Вот, вы суперэксперт. Абсолютно, это Ваня, 9 лет, просто его работа. Серега, вот ты как вот лучше всех понимаешь в ценах. Вот если бы ты не знал историю этой картины, во сколько? Подожди, если бы ты знал в полной мере историю. Тут цены начнутся от 100 тысяч. Если бы я начинал торги, от 100 тысяч Рублей долларов. России. Долларов, Каких конечно рублей? же. Маленькая предыстория об этой картине. Возможно, кто-то из вас видит ее впервые. Как-то раз мы сняли ролик «Достаем чернила из 10 тысяч ручек». Представляете? Есть такой ролик в интернете. Потом мы взяли эти чернила. Я купил белый костюм и нарисовал эту картину руками. Вот она.
Ну что, теперь от теории, так скажем, к практике. Давайте попробуем что-то создать, свое произведение. И мы возьмем с вами за пример непростого художника. Это, может, кто-то помнит, как его зовут? Пикассо. Нет. Да Винчи. Нет. Давид? Сальвадор Дали. Сальвадор Дали. Ну давайте с вами попробуем сейчас сделать свою небольшую копию или изобразим тот предмет, который вам кажется здесь очень интересным и очень важным. Для этого мы с вами можем использовать мелки, карандаши. Ограничимся с вами мы сегодня графикой. Будем с вами рисовать. А мы разве не копируем картину, получается? Все верно, мы копируем, но в этом нет ничего страшного в современном мире, потому что современный мир охвачен идеей постмодерна. Постмодерн – это копия, сделанная с копией, если так можно сказать. Даже если вы внесли хотя бы маленький, но свой штрих, это будет считаться уже ваше произведение искусства, а не того, кто создал его до этого. Можно добавить немного неожиданных элементов. В этом будет ирония, то есть юмор постмодерна. Можно прикольнуться. Друзья, никого не хочу обидеть, но вы заметили, что Глент левша? Реально? Да-да, он рисует левой рукой. А вы знаете, что эксперты говорят, что левши – это более одаренные люди, более творческие, или у них более широкий творческий потенциал? Да, Так слышали? я что тоже такое? левша, кстати. Да что ты говоришь, моя хорошая? Ну что, давайте посмотрим, что у вас получилось. Так, ну смотрите, здесь я обратил внимание на тающие часы, и я подумал, что у нас тает. Время тает. Получается, дерево — это как разделяющая такая полоса начала жизни и ее завершения. Да, то есть время жизни. Ну мы же молоды, правда? Мы вон яркие, с Да. яркими цветами, конечно. Мы тут У нас яркие. все еще впереди. Да. Отлично. Влад, что, как у тебя обстоят дела? О, я не выделил никакого одного элемента, мне захотелось всю картину. Да, интересно, интересно. То есть ты исследуешь, как работает гений. Вот я могу закончить в любой момент. Да. И получится так. Но с каждым мгновением я смотрю на картину и нахожу новый элемент. Вот я сейчас только что заметил, что там еще небо. Сначала такое песочное, а потом Да. голубое. Вот сейчас мне хочется дорисовать, но, к сожалению, время закончилось. У меня достаточно сложная схема этой картины. Я решил, что время на 12 часах не останавливается и идет дальше. 13, 14, 15, 16 и так до 26. Но пропустил цифру 18 и 19. Это я уже просто про себя, потому что вот в эти годы я заново начал мыслить, заново начал думать и, собственно говоря, вот в 20 только вернулся к такой осознанной, интересной клёвой Активности, жизни. да, особенной. активной. Я почему-то в этом еще увидел язык и решил сделать человека, который смотрит на огромный вопросительный знак. То есть главный вопрос — это вопрос времени. Что будет дальше, не знает никто. Так, здесь даже взгляд и глаз даже не профессионала скажет, что очень похоже, очень реалистично. Я выделил тоже дерево, как Да. и Серега, но дал ему немного другое объяснение. Здесь нарисовано сухое дерево и тяжелые часы. Это доказывает то, что через какое-то время ветка может поломаться, часы упадут, и Время остановится, И да? художник хотел показать, что время не вечно. У каждого из вас свое видение шедевра, да, свое видение мирового шедевра. И это классно учиться на лучших шедеврах. Дело в том, что оценивают сейчас художника и автора по тому, на какой он объект обратил внимание. Ну что, мы попробовали только что себя в роли художников, живописцев. Теперь мы попробуем себя в роли скульпторов. Вот вам, друзья, цветной пластилин. И мы из этого цветного пластилина будем делать скульптуру. А за модель, так называемую, мы возьмем самых красивых людей. Сегодня это вы. Вы повернетесь друг к другу и сделаете объемный трехмерный портрет своего кореша. Окей. Я хочу тебя отсканировать в 3D, а потом просто буду срисовывать, чтобы не поворачиваться каждый раз. Нанотехнологии. Читер. Никакого искусства. Не двигайся только, Кобяков. Ух, эти техноблогеры. Ну, в любом случае, хотя бы я примерно понимаю, что будет происходить. А тут цвета кожи нету. Или мы можем любую кожу поставить, типа Таноса сделать. Конечно, можем любую. Не делай меня Таносом, Сергей. Сергей сейчас что-нибудь придумает и изуродует меня. Это будет его видение. Я раскатал вот такую вот штуковину. Вот, познакомьтесь. Кожа Сергея. Итак, я уже перехожу к самой наиважнейшей части персонажа. Это волосы. Я попытаюсь создать их настолько реалистично, что вот все будет держаться на них. Я у пацанов украл пластилин. Украл. Не надо. В принципе, лысый Кобяков у меня готов. Осталось добавить узнаваемые элементы. Череп Глента у меня уже практически готов. Сейчас сделаем нос и будем делать глаза.
Надо пользоваться инструментами, ребят, они реально помогают. Вот делают модели гораздо точнее. Я такое в ТикТоке видел. Я сделал носик в черепухе и сейчас обтягиваю кожей. Смотрите, прикольно так получается, прорисовываются черты. Даже как будто, смотрите, если здесь глаза выдавить. Ну все, мы закончили. Ну что, ребята, классно поработали, действительно получились шедевры искусства. Давайте теперь их оценим. И так как вы ваяли, то есть, значит, делали, лепили друг друга, давайте каждый вот свой портрет и оценит. Модель оценит себя. Смотрите, тут двойное. Вот как бы тень, твое лицо, а с этой стороны золотые мозги. Ну, типа ум золотой. Ну, прическа похожа, мне кажется, зона лица не похожа вот так вот. Это просто что-то. 5 из 10, потому что наполовину похоже, наполовину непонятно. Ну, это чисто Серега, как будто сфотографировали. Волосы, очки, глазки, бородка, зубы даже есть, носик, все в порядке вообще, все на месте, причесочка в нужную сторону завернута, с ушками, все есть вообще и стоит. И вообще размер головы-то какой? Согласен. Мне очень понравилось, потому что я себя увидел в старости. Я думаю, тут 8 из 10. Глен, презентуй свою скульптуру. Кобяков. Собственно, по-моему, очень похоже. Тут вот бородка такая с проплешиной. Губки, в принципе, такие же. Проплешины есть на голове. Также очки. Очень даже похоже на зуб. Целых 3 проплешины получается. Это же как будто вот, уменьшенная копия. Только волосы не светлее. Вообще не похоже. Очки у меня не круглые, волосы не темные, проплешин у меня нету. Я оцениваю на 4 из 10. Дай-ка я сюда посмотрю. Не ломай. Я не буду ломать, это же произведение искусства. Уши просто сделаны бездарно, просто ужасно. Зубы, что это такое? Я вообще-то виниры себе поставил. Проблемы с перегородкой у человека конкретные. Глаза похожи, брови не похожи, и лысину я уже давно у себя на голове не наблюдал. В общем, не знаю, сравнивать с сами, я попытаюсь сейчас улыбнуться, как тут. Ну, 6, я думаю, можно поставить. Я думал, мы строго судим, справедливо. Ладно, 3. Вот если бы вам нужно было выбрать одного победителя, кто бы это был? Одному эксперту это сделать сложно. Всегда лучше делать это вместе с друзьями. Подписчики, ваш выход. Давайте напишите, кто, по вашему мнению, один будет победителем. Вот кто сделал лучше скульптуру своего друга. Итак, сейчас мы займемся с вами одним из видов современного искусства. Это инсталляция. Инсталляция – это когда художник делает какой-то объем из уже готовых вещей. Он выражает так свою эмоцию при помощи вилок, ложек и всего, чего только ему попадется под руки. Сейчас я один моментик хочу исправить в сегодняшнем дне. Правильно. Чем больше просмотров, тем она дороже, понимаете? Абсолютно. Маркетинг – ведущая линия искусства. Попробуйте сейчас при помощи предметов, которые находятся в коробках, передать эмоцию, которую вы испытаете, когда узнаете, что на вашем канале 50 миллионов подписчиков. Опа, это какой? Ой, да ладно, нифига себе. О, виноград. Ананас. Сахар, ребят. Так, хорошо, 50 миллионов. Что мы можем сделать? Вы можете соединять предметы между собой, образовывая какую-то композицию. Я могу соединить вот этот предмет с собой. Эта штука должна приносить радость или эйфорию, или что-то вот такое вот. Что-то нам должно такое вот... Это ты уже сделал, да? Я еще думаю. Ты хочешь разбить? Да. Давай Ты поставим коробку коробку. клади и бросай. Вот потихонечку создается искусство. Мне нужна всего лишь только одна. Мне выпал кроссовок, салфетки, кола, скотч, лего, нитки и пластырь. А, еще сгущенка и скотч. Я попробую сделать ракету. В общем, вот все, что мне выпало, и я потихонечку начинаю понимать, что я хочу сделать. Мне нравится, что у меня очень много сахара, посмотрите. Просто что угодно с этим можно сделать. Я еще в разработке. Я пока не понимаю. Это какой-то ребус, очки 2. Я не понимаю. У меня инсталляция ракеты. Глубоко. Похоже на протез. Ну, самодельный такой. Это нога, это основа нашего канала. Она закреплена пластырями к ракете, которая взлетает, чтобы не отвалилась. Основа Глубоко. канала ракета взлетает зачем? Потому что 50 миллионов это не предел. Да, глубоко, согласен. На мою инсталляцию проще смотреть отсюда. Все, в принципе, очень просто. 50 миллионов подписчиков. Но 50 миллионов подписчиков — это на первый взгляд. Но внутри скрывается много секретиков. Смотрите, будет 50
50 миллионов. Мы в очках солнцезащитных летим на отдых, соответственно, отдыхаем немножечко. Тут сразу 2 апельсинчика, ну, на застолье. Празднуем 50 миллионов. Дальше, вот просто мы прилетаем с отдыха, кофе, начинаются трудовые будни и скотч. Соответственно, ролики с картоном или 100 слоев скотча. Ну, что-нибудь придумаем. Короче, 50 миллионов это не предел, соглашусь с Кобяковым. Ну и, конечно же, радость. Вот эта ниточка, это сплочает это число, что мы все вместе, мы семья. Поворачиваю к вам мою инсталляцию. Я использовал не все предметы, мне понадобилась только половина из них, но я считаю достаточно. Мне кажется, когда смотришь на эту инсталляцию, ну вот кажется, что все хорошо, вот согласитесь. Да. Фруктики, денежки, все такое в достатке. Вот именно хорошо от этой инсталляции. И вот когда будет 50 миллионов, сахар — это какая-то аналогия счастья, хорошего настроения. Но и, конечно, в основе всего этого лежит YouTube. И хороший отдых. Так, у Сереги у нас какой-то странный храм, какой-то что-то у тебя какие-то сектантские Тут штучки. все просто. Когда 50 миллионов подписчиков на твоем канале, значит, все, ты создал новую религию. Ничего себе! Ну, это сильное заявление, причем Ничего оно имеет себе. вес. Так, я пока что еще... Ну, Саня, 70 тысяч баксов, ну что такой неаккуратный, ну, капец. Ладно, ну что, учитель, как вам? Слушайте, потрясающие вещи. В Музей современного искусства заберут с руками и ногами, что называется. Вы профессионалы инсталляций. Ребята, вы на финишной прямой, и осталось сделать только дипломную работу. Сейчас вы будете делать свой шедевр. В вашем распоряжении все, что есть в этой мастерской. Никаких рамок, никаких границ, никаких правил. Для этого вам понадобятся фартухи. Ребята, постарайтесь вложить весь свой творческий потенциал, передайте всю свою могучую сущность в этом произведении. Так, рисовать будем вот на этом холсте, я так понимаю. Он очень огромный. Большому кораблю большое плавание. Пацаны, надо договориться сперва, что будем рисовать. Перчатки? Нет. Ну, смотрите, нам нужно такую картину нарисовать, чтобы всю нашу молодость, энергию, 2021 год, 28 миллионов на канале, все это запечатать на вот этом холсте. А давайте нарисуем еду. Нет. Ну, еда это очень важно. Может быть. Еда это с чего вообще попер наш канал. Мы еду очень любим. Что мы сейчас часто едим? Что ест молодежь? Пиццу и бургеры. Бургеры? Или пиццу. Мне кажется, вообще нет разницы. Не, давайте пицца. Мне кажется, мы едим пиццу чаще, согласитесь. Ну да. Так, мы с ребятами сейчас договорились уже о концепции. Не будем вам говорить, увидите это в конце. А пока наблюдайте за процессом создания. Под фон мы закладываем благоприятные символы. Сейчас еще нарисуем кливерок. Что еще приносит удачу, пацаны? Мерседес? Алмазы? Алмазы, хорошая идея. Вот так. Кобяков, ты что делаешь? Почему кисточкой? Все руками. Мы сюда вкладываем свои силы. Улыбки детских Корона. лиц. Да, улыбочки детских лиц обязательно. Нам надо много улыбок детских лиц. Еще обязательно нужно корону. Также давайте, пацаны, распишемся, пока еще есть место. Так, я напишу... Давайте в центре напишу А4Е. Ну ты, конечно, жир. Я еще напишу Влад тогда. Так, ну, у меня, в принципе, 5 букв, все просто. Круто, смотрите. Влад А4. СА. Сергей Антонов. Антонов. Глент. Ну все, теперь наши символы нужно размешать. Погнали. Смотри, сейчас Влада А4 по стенке размажет. Ого, у нас уже такая клевая сторона получается, смотрите. А прикинь, сейчас вся картина такая будет. Так, пацаны, подвиньтесь. Я здесь котлету вот намутил. О, какой слой хороший. Пацаны, я считаю, что это очень круто, что мы не шарим в искусстве, поэтому не подбиваемся под какие-то там стандарты, нормы, а просто творим. Зацените, мы накидали наш макет. Сейчас будем эту пиццу превращать в цветную. Мы выбираем, как будет наша пицца, какими мазками. Или прямыми, или вот сделать более такого. Вот такое, конечно. Да? Прям видно масло, прикольно. Вот так давайте. Блин, слушайте, ну красота. Красота реально богемская. Но сейчас самое главное, чтобы цвет был контрастный. Он чуть-чуть желтеет, точно. Главное не перебрать сверху. Да, я думаю, в одну сторону надо, понимаешь, типа слева Да? направо просто, да, и оно тогда чисто контур Да, создает. вопросов нет, мы просто пока наносим. Ну а сейчас мы покрываем нашу пиццу ингредиентами, рисуем кусочки колбаски. За цвета у нас отвечает Глент. Он просто, у него лаборатория зеленого, посмотрите. Сошлись вот на этом цвете. А сейчас у нас солями. За солями тоже отвечал Глент. Ну и, конечно же, помогал мне в этом всем Серега. Краской давлил. Сейчас очень важно
важный момент, прямое включение. Мы рисуем сало. Пожалуйста. В пепперони есть сало, и мы его рисуем. Мы смешали белый и немножечко розового. На нашей пицце будет 4 листика, так как вот нас тоже 4, а 4 все такое, нас 4. Тем более листики, типа как лист бумаги, листики. Короче, я первый буду рисовать свой листик. Итак, мой листик будет вот тут. Очень важный момент. Ну, в принципе, да, выглядит нормально. Все. Моя очередь. Мой листик будет вот здесь. Пацаны, мне нужна моральная поддержка, потому что вы знаете... Нет, это делает еще хуже. Идеально. Так, а куда? Я думаю, вот на носике. Ой, на носике. Ой, ребята, стресс целый. Фу, это было стрёмно. Так, пока что не смотрите, не смотрите. Проходим туда, проходим. Так, сейчас очень ответственный момент — идентификация автора. У нас это будет отпечаток пальца. 4 отпечатка пальца, вот так вот в ряд будет. Мой будет вот здесь вот первый. Так, мой второй. Есть. Вы знаете, это даже как будто и прикольно, не мешает совсем. Это как будто, типа, точечки такие. Ну и вы уже увидели. Вот наша пицца. Шедевр, шедевр. Если отойти подальше, просто зацените. Мы с пацанами, пока рисовали эту пиццу, очень захотели есть. Знаете что? Пиццу. Мы захотели пиццу. Если у вас так же, напишите в комменты. Ну, в принципе, вот. Ждем учителя. Ух ты, пацаны, диплом удался на славу. Да, шедевр. А в чем суть шедевра? Почему именно пицца? Ну, мы посчитали, что пицца — это всегда актуально. И картина тоже будет всегда актуальной. Это правда. Ребят, но какие планы на вашу картину? Я думаю, мы оставим ее мариноваться на несколько лет. Она будет набирать в цене, а потом когда-нибудь, возможно, когда наши подписчики разбогатеют, кто-то захочет обзавестись вот этим шедевром. Вот такой у нас план. Замечательно. Ну что, ребят, вы молодцы, экзамен сдан, школу искусств вы сегодня закончили. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Мы сегодня нереально кайфанули. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4, Глен Кобяков, Серега, наш преподаватель. Всем пока-пока! Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал.